Друзья, вот у нас тут в Шульгино, рядом со Сташово, оно же Волоколамский район, есть такая вот М2 ферма, где еще есть винодельня, пивоварня, целый такой, знаете, агрокластер для агротуризма с фермерскими продуктами, с возможностью посещать экскурсии со своим кафе и с домиками для размещения. Вот сейчас мы посмотрим, насколько это актуально как в текущий период, в декабре, так и летом. Ну, летом, понятно, поинтереснее, но вот посмотрим, как это выглядит зимой. Магазин сразу на проходной у них тут есть. Здравствуйте, а мы на экскурсию. На экскурсию. Позовете? А, уже нас ждут? А, идут за нами. Идут за нами. Тушеночку, вареницы, сгущенка, огурцы соленые. Цена от самолета. Самолета мелкофюзеляжного. Итак, друзья, прекрасная Юлия, представляющая М2, сейчас нам расскажет, что за ферма, в чем ее уникальность, какая ее история и, собственно, какая у нее миссия. Наша ферма М2 является органической фермой. У нас получено 2 сертификата органического образца. Это европейский сертификат и российский. То есть международного уровня фирма. Да, одна из немногих, единственная в Московской области. Вот, ферма наша достаточно юна, ей чуть меньше 10 лет. Подготовка земли началась в 2016 году. И на сегодняшний день мы имеем 5 производственных цехов, на которых производим продукцию. Это цех напитков с винным погребом, мясное производство, молочно-сырное, хлебное и цех консервации. Все это находится на данной территории, в деревне Шульгино. И всю производимую продукцию мы производим именно здесь. Деревня Шульгино приобретает какой-то очень центровой статус в Московской области. Во-первых, здесь база канала «Путешествуй вкусно» и вот такое вот агропроизводство. Да, достаточно масштабная. Мы являемся частью автомобильного холдинга, относимся к Major Auto, являемся его подразделением Major Agro. Да. Как интересно-то бизнес заворачивает друг друга. И мы вот являемся частью автомобильного холдинга, которая немножко диверсифицировали бизнес и ушли. Ну это правильно делать, в разные направления идти и раскладывать яйца по разным корзинам. Изначально планировалось только 2 производства. Это молочно-сырное и мясное. Отсюда и название М2. 2 продукта на букву М. Ну или, как мы еще говорим, второе подразделение Major. Поэтому пишем мы в квадрате, говорим М2. Это жимолость у нас здесь растет. На нашей территории мы выращиваем большое количество плодово-ягодных культур. У нас растет жимолость, смородина, малина, черноплодная рябина. Все это выращивается здесь, собирается вручную и отправляется на производство. Из ягод делают джемы, морсы, начинки для слоек. Все идет в производство. Также у нас есть яблоневый сад. На данной территории также мы выращиваем овощные культуры, как в открытом грунте, так же и в теплицах. В общем, все, что в наших широтах растет, да, мы выращиваете. стараемся выращивать здесь. Это роботизированная дойка коров. Как же здесь происходит процесс доения? У каждой коровы на ухе есть чип. Приходя сюда на дойку, компьютер считывает чип и определяет последнее время доения. Если корове пора на дойку, робот начинает свою работу. Сначала отдельным стаканом, клапаном таким он подсоединяет и очищает вымя, моет каждый сосок. После чего
подключает отдельные стаканы для доения. Как раз мы видим сейчас данный процесс. На компьютер выводится вся информация о данной корове, какой у нее общий надой, сколько молока в данный момент выходит у нее с вымени, каков поток. Когда поток начнет снижаться, аппарат автоматически сам начнет отключаться. По завершению доения робот обработает вымя специальным раствором коровье, и корова пойдет дальше во двор. Во время доения у нее открывается кормушка, и пока аппарат ее доит, она лакомится вкусняшками. По завершению доения молоко по молокопроводу поступает в соседнее помещение, откуда его уже потом заберет молокан и повезет на производство. В сутки у нас обрабатывается порядка 5 тонн молока галштино-фризской породы и тонна молока джерси. Их дрессируют, можно сказать. Первые дни их водят вручную, потому что это животное, да, сказать иди на дойку невозможно. Их дрессируют, их подводят вручную, у них вырабатывается рефлекс. Корова от природы лактирующее животное, не чувствует наполнения вымени, и им нужно его освободить. А здесь у них как происходит? Они лакомятся вкусняшками и, получается, освобождают вымя, им становится легче. У них появляется вот это рефлекторное повторение данной манипуляции, и потом они уже ходят вручную сами. В общем, все как у собаки Павлова. Да, можно сказать, рефлекс. Вся информация идет на пульт оператору, где они видят, какие коровы приходили на доение, какие нет. Потому что все-таки это животные, стопроцентное посещение гарантировать очень сложно. Те коровки, которые не приходили, их найдут во дворе, подведут вручную. Коровы проходят так 3 раза в сутки дойку, утром, днем и вечером. Ну, какая Вот красивая. сейчас мы видим, как снизился поток, и уже 2 стакана аппарат соединил. Сейчас начинает снижаться поток оставшихся сосков. И мы сейчас увидим, как отключается аппарат, после чего корова выйдет во двор. Детский сад, если можно так выразиться, здесь у нас содержатся малыши. Вот в таких вот домиках у нас переселяют телят после рождения. Они живут здесь по одному. Не холодно им? Нет, коровы достаточно неплохо переносят холод, они адаптированы к нашим погодным условиям. Сейчас вот холодно уже становится, они прячутся в домике, потому что здесь совсем маленькие ребятишки. То есть там кто-то есть, да, получается? Да, в каждом домике кто-то Ой, есть. там малышка вообще как это... Нам может быть Пармезановича. посмотреть, если кто-то к нам выйдет. Всех телят выкармливают молоком, выпаивают. Молоко берут с данного двора от коров, которые проходят раздойку, и привозят сюда молоко на кормление. Также Попрятались-то все. сразу приучают самостоятельно. И вон, смотрите, какие у них тут апартаменты. А здесь уже те, что постарше. Купольные дома практически. Сферы, да, в таких домиках они живут. Сюда они переводятся после 2 месяцев и живут здесь до 5. Ой. А попрыгай, давай. У них уже здесь стадный образ жизни, они учатся жить вместе, меняется рацион питания, добавляется сенаж. Они также еще получают молоко. При этом и игривые достаточно, да, как все дети. Да, совершенно верно. Они также А бегают. вот так вот. Именно так. Играют, скачут. Так, ну вот смотрите, этот холмик похоже на Хоббит-хаус. Да, напоминаю. Это место, куда мы идем, винные погреба. Да, здесь находится производство напитков и винный погреб. Со своим вином. Со своим вином. Именно Которое привозится из Крыма или производится здесь? Производится здесь, но виноград везется из Крыма. Ну, Его, понятно. сюда привозят, принимают на производстве и перерабатывают. Здесь у нас находятся квеври, закопанные в погребе. То есть первая винодельня в Московской области, которую я посещаю. Интересно, еще есть? Пишите в комментарии. Первая органическая Первая винодельня. органическая винодельня М2. Да.
Сердце нашей пивоварни – это трехпосудный варочный порядок. Еще Отечественного производства. отличительная особенность нашей пивоварни – то, что все оборудование произведено в России. В 2018 году собственники нашей пивоварни закупили оборудование полностью российского производства. И варочный порядок, бродильные емкости, и также линия розлива у нас тоже все российского производства. То есть все органически и патриотически. Мы стараемся в этом направлении двигаться, да, конечно. И сырье у нас тоже российское, но часть спецсолодов мы все-таки покупаем Бельгию, потому что еще не все сорта понятно, спецсолодов еще освоены. Но наши производители, в принципе, мне нравится ассортимент, который растет у них. И сейчас и питерский суфле хороший солод делают, и курский. Вот основное вот мы используем либо суфле питерское премиум, либо курский премиум солод. Это базовый солод наш для производства А вот здесь пива. вот что вот в этом танке А происходит? мы сейчас вот расскажем. Это заторно-сусловарочный котел. Это у нас фильтр-чан. Фильтр-чан с перфорированным фольжном. И снизу это у нас вирпул. Процесс затирания начинается в заторно-сусловарочном котле. Нужный объем воды заливаем, добавляем соли и добавляем дробленый солод. Процесс называется затирание. Во время затирания мы преследуем несколько целей. Это получается у нас расщепление крахмала на сахара и расщепление белков. В конце затирания мы проверяем йодную пробу, перешел То есть ли весь такой тонкий крахмал в сахара. молекулярный процесс, да? Разделение одного от другого. Разделение мы выделение. немножко, тут ферментация по сути идет. Отделение физическое, оно идет уже в фильтрчане, а здесь у нас все-таки химические процессы идут под воздействием температуры, длительности и под воздействием ферментов при определенных условиях. Да, это там pH, температура и длительность. Вот. После того, как весь крахмал преобразовался в сахар, нам необходимо сделать йодную пробу и проверить, крахмал преобразовался в сахар, либо нет. Капельку йода капаем. Йод, если окрашивается в бурый цвет, значит крахмал еще присутствует. Если йод не меняет цвет, значит у нас весь крахмал преобразовался в сахар. Следующий этап – это как раз-таки разделение растворенных частей от нерастворенных. Это происходит в следующей емкости, называемой фильтр-чан. Фильтр-чан у нас имеет перфорированное фольжно, рыхлитель. И, в принципе, мы затор перекачиваем в фильтр-чан, даем ему отстояться 15-20 минут. Тяжелые фракции, такие как частички солода и шелуха солода, падают вниз, а сусло более легкое остается сверху. Также шелуха солода служит естественным фильтрующим слоем. И поэтому во время дробления солода нам необходимо сохранить целостность оболочки. И поэтому тоже тонкие настройки ведем с солодом. Приходят разные партии, допустим, от разных производителей. Зерна разные, и постоянно приходится регулировать тонкость помола. Фильтрующий слой, в общем, сформируется у нас. Мы начинаем намывать сусло сами на себя. И здесь в окошечке в диоптере мы наблюдаем степень фильтрации. Если степень фильтрации меня устраивает, либо пивовара, да, у нас там еще один пивовар есть, в окошечке прозрачное сусло, мы начинаем сбор сусла обратно в заторно-сусловарочный котел. Предварительно ополоснули мы его, и он чистенький. Все. Первое сусло собрали, как дробина оголилась, у нас в дробине еще остается большое количество сахара. Это наши потери. Чтобы их не было, мы промываем водичкой. 2 раза промываем фильтрующий слой водой для того, чтобы вымыть весь сахар. Получается, мы собрали нужный объем сусла, чуть выше, чем нам нужно, и концентрация более разбавленная. Допустим, если мы хотим получить 12% сусло на выходе после кипячения, мы немножко больше воды добавляем, и у нас здесь сусло изначально 11%. И вот, начинаем процесс кипячения. Во время кипячения сусла с хмелем мы преследуем несколько целей. Упаривание сусла до нужной концентрации, стерилизация сусла, коагуляция белков, изомеризация хмеля. Изомеризация хмеля – это переход горьких веществ из нерастворимых в растворимые под воздействием температуры и длительности взаимодействия с этой температурой. Далее, после того, как сусло с хмелем откипело, нам необходимо отделить свернувшийся белок и также частички хмеля. Это отделяется у нас в вирпуле. Сусло закручиваем, перекачиваем. В течение 15 минут мы даем отстояться суслу. И вот здесь вот у нас вот можно наблюдать, белок будет собираться в центре, где здесь отверстие, а сусло будет уходить вон через ту емкость, через то отверстие сбоку. Какая а белок умная в центре машина. соберется. Через насос, белковую ловушку, теплообменник и аэрационный камень перекачиваем уже в любую свободную подготовленную емкость. Вот сюда, вот где уже тут видно пилснер.
Также задаем дрожжи и начинается процесс брожения. Каждый день после варки сусла мы замеряем показатели. Экстракт, pH, температуру и давление. Так идет разливочный конвейер лимонадов. Смотрите, бутылочка вручную подкатывается к конвейеру. Сотрудник у нас раскладывает бутылку на конвейер. Здесь у нас То есть механизированный ручной труд. полуавтоматическая линия, да, у нас. Сразу же наклеивается Этикетка сразу с датой производства 01.12. Вот дальше у нас идет на станцию ополаскивания. Мы сейчас побольше бутылок добавим, чтобы у нас заполнился. Давайте я тоже поучаствую. Давайте поучаствуйте. Так, все зажимается. Так, поехали, помывочный цех. Далее бутылка идет на станцию ополаскивания и стерилизации. Здесь мы используем раствор надуксусной кислоты небольшой концентрации, который ополаскивает возможные пылинки какие-то Ну, понятно. и параллельно стерилизует бутылку. С какого-то завода привезены. Бутылки, да, наши российские. Город Можга, Республика Удмуртия. На линии у нас апельсин с корицей. Так это фанка практически. Но немножко отличается. Мы здесь используем только лучше. натуральные соки и Только натуральную лучше. корицу. Да, здесь нет добавленного сахара. Не чувствуется никаких вот этих вот ксилитов, сорбитов. и Не, прочего этого чувствуется. это вот мы просто ничего такого не пускаем, потому что у нас все-таки органическая ферма. Мы хотим делать качественный и полезный продукт. Здесь в составе у нас только виноградный сок вместо сахаросодержащего сырья. Мы просто используем концентрированный виноградный сок, добавляем туда уже фруктовое наполнение, потому что концентрированный виноградный сок сам по себе не имеет какого-то яркого вкуса. Добавили немножко коричневого настоя, получается, берем воду, настаиваем корицу и дальше уже купажируем. После стерилизации у нас бутылочка продувается углекислым газом дополнительно, и уже идет наполнение в бутылочку. И вот там уже она. Дальше станция укупорки. Сейчас можно подснять, как раз у нас бутылочка пойдет. Давай. Да, Жень, включай, все время пойдет. Ну как хорошо у вас получается. Я когда выйду на пенсию, вы возьмете на работу. Приходите, нам нужны такие сотрудники. Я нашла обязательно. себе новую работу. И дальше у нас, получается, формируется ящик, и вручную мы клеим честный знак. Вот так вот у нас получается. Мы распечатываем На честный каждую, знак. да? И на каждую штучку, на каждую бутылочку у нас Михаил клеит вручную, получается, этикетку честного знака. Таким Давайте образом, я одну давайте, наклею. помогите нам. Давайте я подержу бокал. В каких сетях можно ваши лимонады купить? В сетях, к сожалению, я вам не скажу, это больше туда, к экскурсоводам, продаж? да, и к отделам продаж. Сейчас в сетях у нас в Азбуку вкуса мы зашли именно с пивом. Там у нас есть ассортимент и сидра, и пива, и безалкогольное Ох, как тяжело пиво. туда было заходить, наверное. Честно, не могу вам ответить на этот вопрос, это все Зато я это продажники. знаю. Мы уже с 2022 года варим эти эли. Виноградный эль. Виноградный эль. В нашем понимании виноградный эль это 35% виноградная составляющая и 65% это пивная часть. По сути, мы берем хорошее качественное сырье, в частности солод и хмель, да, варим из него качественное пиво, потом делаем стресс дрожжам, обдираем дрожжи пивные и добавляем уже туда, получается, виноградное сусло, добавляем фруктовые дрожжи, чтобы они украсили и разобрались сбалансировали. уже с виноградной Конечно. составляющей. Там же кислотность ниже, спирт уже выше становится, и Да. брожение пивным дрожжам все равно может быть немножко сложновато. Ой, какой приятный легкий напиток. А там алкоголя 7. Да вы что? Да. Вообще не чувствуется.
Это вы знаете, это вот на 1 января такой напиток надо в хате иметь. У нас остались небольшие запасы на складе, по-моему, готовой продукции. 2024 года урожай еще немножко, пару бутылочек, может, по магазинам есть, а так в целом урожай 2024 года уже разошелся. А это мы будем пробовать в 2026 году, в начале мая, наверное, ближе к лету. Вот когда надо приезжать. Потому что наши виноградные эли, они схожи с вином, и мы молодыми не можем выставить их публике, потому что они все-таки еще немножко колючие, резкие, такие угловатые. А через полгода они уже будут сбалансированы и мягкие. Это и плюс мы сейчас выдерживаем схоже с вином на тонком дрожжевом осадке, а дальше уже вкус обменяется. Но это для новаторов, это не для таких вот людей, которые консерваторы и вот ничего больше не хотят в жизни нового пробовать. А мне кажется, это надо пробовать. Это обязательно. Это можно к какой-то еде дополнительно. Вот я уже даже понимаю, что это можно и к мясу, и к рыбе, и к сырам, к чему угодно. Прекрасный напиток вообще. Ну и в летний зной хорошо утоляет жажду. В летний зной, в жару, когда ты сидишь на берегу русского водохранилища, смотришь на закат, отбиваясь от комаров. Комаров у нас здесь много. И вот, у нас изначально из виноградных элей был всего один Пино Нуар. Мы его в 2021 году, без моего участия, ребята пробовали, делали, и как бы наша публика оценила. Поняли, что востребованность есть в этом продукте. И решили расширить линейку. Добавили в 2022 году как раз-таки шардоне и сиру. И сейчас у нас в линейке Пино Нуар ушел на задний план, потому что Пино Нуар у нас получался как будто бы розовый такой, а сира она более темная, шардоне более светлая, и у нас было в линейке 3. Сейчас мы решили оставить всего 2 напитка. На следующий год будем тоже добавлять новый сорт. Пино Нуар уже не будем делать, мы его 3 года подряд варили, и как бы все, на этом хватит. Будем новинки делать на следующий год, посмотрим, может быть, какие-то интересные сорта, которые, кстати, забыл сказать, то, что виноградник, вы знаете, наверное, да, у нас у холдинга есть виноградники в Крыму. Да, и они с 22 года уже получили статус органический. Здесь, в принципе, органический, получается, виноград в танке у нас и качественное российское сырье. И больше ничего. Там никакой химии, пастеризации мы ничего не используем. Напитки все живые, без серы, без ничего. Нет, просто шикарно вот. Вообще восторг. Это еще не финишный результат. Динамика положительная, созревание самого напитка. И дальше мы уже посмотрим. Может быть, и раньше мая выпустим. Вот пробуем, получается, сира, виноградный эль. Урожай 2025 года тоже. Как говорит нам мастер, еще присутствует дрожжевой тон, но нам очень интересно, как же это все с красным виноградом звучит. Слушайте, ну звучит так же прекрасно, как и шардоне. И чувствуется некая такая горечь. Дрожжевая еще вот по цвету, да? Можно обратить внимание, цвет будет более такой прозрачный. Сейчас еще есть некая мутняночка, вот. Но мы придем сюда, когда все будет готово, и вы тоже приезжайте. Холод, он всего лишь 15-17 числа мы его поставили на холод. Скоро будем снимать декантировать, и уже будет на дрожжевом осадке на тонком стоять. Через месяц уже поймем динамика какая у него. В целом побочки никакой нету, горчинка дрожжевая. Развивается все хорошо. Задушки никакой нет, ровный профиль. Ароматика, так как и солодовая есть, яркая, и также фруктовая присутствует. Да. И характерна именно сирия фруктовая такая, немножко вяленые ягоды, все это присутствует. Здесь небольшое угощение из наших фермерских продуктов. Это сыры. То, что я вам рассказывала, это премиум сыр. Ваш любимый какой-то, да? Из молока породы Джерси. Это сыр манчего. Нет, это у нас пармезан. 24 месяца. Да вы что? Жук, овощи. Овощи тоже сделаны у нас. Есть сюда моркови и свеклы, и
Пармиджано де Шульгино. А вы попробуйте, он очень вкусный. Ну-ка, ну-ка, давай я пармиджано шульгино попробую. Да, слушай, такое можно с этим сделать. Все, как вот орех есть. Друзья, ну вы видели, какие коровы? Из такого сырья технологии уже, в принципе, известные. Воздух тут шикарный, поэтому пармезан, ну, даже по структуре он все то же самое. Не хуже Пармы. Не хуже Пармы. Мы просто 2 года назад были в Парме. Ну, так еще до сих пор. Вообще без всяких комментариев. Нет ни окончания, либо предлога какого-то для критики. А еще для меня открытие — это вот чипсы М2, которые сделаны каким-то способом, что нет ни капельки жиринки, то есть тут картофельные чипсы. А вот морква настолько приятно хрустит, передает вкус этих корнеплодов, что, не знаю, для меня это открытие. Вот еще суджук, да? Армения, привет. Просто тает во рту. Смотрите, если у вас есть на районе М2, идите туда в магазин. А лучше приедьте, отдохните здесь, попробуйте и оцените, насколько люди любят вот это все и дарят вам, и детям вашим. Вообще не задорого. Вот прям вообще чип-прайс. Друзья, заканчивается зарядка на гаджете и на микрофонах. Что я могу сказать? Полный восторг. Приезжайте еще раз, пробуйте. И вообще покупайте М2, потому что люди реально постарались и сделали, ну, нереально крутое импортозамещение, если так это можно сказать по сырам. А вообще, на самом деле, сделали свои уникальные продукты, которые иначе звучат, играют во вкусах. И главное, что с такой любовью, и вот я сейчас опять могу начать плакать. В общем, люди щедрые на эмоции, на то, что они делают, и на ту красоту, которая у нас в Московской области происходит. Ваше здоровье. Вот это да. Это те и Бароло, и Барбареска, и еже с ними. Все нахер выключил. Вот это вот виноградный эль выдерживался 2023 года. Ой, какая Он вкуснятина. мягкий такой же, не такой колючий, заметьте, более округлый и сбалансированный. Пойдемте уже к квевре, просто чтобы в бокалах было и поинтереснее слушать. Смотрите, это у нас наши квеври. Объем наших квеври, общий объем 4800. Мы уже проверяли это все дело. 4 тонны 800 литров. Эти кувшины сейчас заполнены урожаем 2025 года виноград Каберне Фран. Это наш эксперимент. Мы Каберне Фран в нашем погребе еще не производили. Производим вина по кахетинской технологии, выдерживаем на гребнях. Оттуда квеври? Квеври именно с Краснодарского края и дальше туда, в ту сторону. Нет, квеври сами где? Вы... Закуплены именно вот с Краснодарского края и в ту сторону, в сторону Грузии. Там вот то, что брали у местных ремесленников. Это не закупалось где-то в одном месте, это все разное. Где нашли, там и купили, грубо говоря.
У нас есть виноградники в Крыму, как я уже сказал ранее, да, и при созревании винограда к нам привозят именно, ну, созрел виноград, и нам везут в рефрижераторе виноград. День-два, и он у нас. Незамедлительно мы начинаем переработку. У нас есть гребнеотделитель автоматический, и с помощью него мы, получается, отделяем гребни, а виноград уже закачиваем в кувшины. Часть гребней, 30% от общей массы, мы возвращаем в кувшины в равных пропорциях, соответственно, исходя из объема. Гребень это вот это вот. Палочка, на которой держится ягода, веточка, да, вот веточка, эта. на которой держится ягода. А в гребнях очень много тонинных веществ и тому подобное, да. И вот они, гребни, дают в вине тонинный вкус такой, терпкий, и, в принципе, стойкость улучшается за счет того, что вино выдерживается на гребнях, потому что там все-таки тонины, да. Танины у нас А здесь антиоксиданты. плотно все закрыто. А, вот видно какая-то масса, которая... Это герметик. Герметик, Да. Мы специальный герметик используем, А силиконовый. вот эти вот штучки, они чтобы Это ручки. подтравливать, Нет, это ручки для того, чтобы просто снять. пользоваться крышкой. А вот здесь вот. А это у нас называется гидрозатвор. Обратите внимание, некоторые еще могут побулькивать, потому что у нас процесс брожения закончился буквально на той неделе. И как активная фаза брожения прекратилась, мы закрыли кувшины Мгм. и поставили под гидрозатвор. Изначально все кувшины открыты. Просто крышечку ставим, чтобы не попадал мусор или мухи какие-то могут. Все-таки мы на ферме находимся, да? Мгм. И каждый день вот мы сбились, заполнили кувшины, заполнили квеври виноматериалом всем полностью, и начинается процесс брожения. Неделю точно вино не бродит, но вот это все дело еще не бродит, потому что с рефрижератора выходит плюс 4, плюс 2 градуса. И, соответственно, пока в земле у нас прогреется вот эта масса, и у нас идет холодная мацерация. Каждый день по 2-3 раза мы пижажим квеври, чтобы насыщать кислородом, чтобы дрожжи дикие. Мы же не используем и серу, и не используем вообще никаких консервантов. Просто виноград приехал, на нем есть крымские дрожжи, и во время переработки наши фермерские подселяются, и в кувшинах уже у нас и в погребе есть своя микрофлора. В любом случае за столько лет использования, да, нашего погреба. И все это вместе начинает бродить потихонечку. Первую неделю тишина. Сколько лет вашему погребу? Я здесь работаю 4-й год, и погреб уже здесь был, он больше 6 лет ему, с 2019, по-моему, его начали Странно, строить. что мы эти вина не встречали нигде в ритейле. А у нас объемы производства, смотрите, 4 тонны. Понятно, у вас все расходится, наверное, еще внутри и- корпорации. Мы же как делаем? Мы делаем по старым технологиям, и у нас здесь выход малюсенький совсем. Допустим, из тонны винограда мы там, дай бог, 500 литров вина получим. Технология вся, ну, как сказать, крафтовая такая. Ну, да. понятно, ручная, Да, деревенская, да, как издревле деревенская. было. Да, как издревле мы все делаем. У нас даже пресс корзиночный, ручной, там, деревянный, все вот как бы. Ну и объемы, конечно, это не промышленные объемы. Это не промышленные объемы. Это уникально просто приехать, попробовать, оценить труд людей, которые в наших широтах вот такое производство организовали. Чтобы вы могли в деревню Шульгино приезжать и радоваться там, природой и трудом человеческим. И с какой любовью это делается. 24-й год у нас мы сейчас заложили в бочки. 3 бочки у нас будет выдержанных, и часть у нас без выдержки. Вон даже потик пошли немножко. Но уже все нормально. Откуда бочки? Французские у нас бочки все. Французский дуб, да? Да. Редокс, по-моему, редукс, я не помню, как они называются правильно. Вот название этих бочек, все от этого. Радокс, да, правильно, Радокс, правильно сказал. И вот у нас есть небольшая бочка, которая уже год держится. И мы потом это все сделаем. Все красиво будет, вкусно, потом попробуйте. А здесь у нас вот это же вино, которое стоит у нас в бочке. Именно урожай 24 года, и здесь Рокацителли уже урожай 24 года. Похоже на Смотрите, оранжевое блестит. вино. А оно и есть оранжевое Оно и вино. есть оранжевое, да? Видите, вот в такой этикеточке у нас с 22 года. Блин, я вам и 22 год дам попробовать. Этикетка, конечно, очень... Сколько такая бутылка стоит? От 1500. Она просто вот с даты розлива мы ее хранили. Ну, здесь в... у вас не для продажи, а где я его купить могу? Нет, это именно эта бутылка у меня на стойкости просто здесь стоит. А купить в наших магазинах можете. Orange Wine тоже есть. Ну, здесь нет в вашем магазине. Это по Москве надо искать? По сети ресторанов и в наших магазинах фирменных в Москве. Посмотрите, вот такое вино. А давайте я его вам подарю, и вы уже дома попробуйте.
Боже мой, ребят, это вот бесценно на самом деле, такие вещи. Вот это от нас подарочек от нашей фермы. А здесь мы уже более молодые попробуем, а это выдержанное. Здесь может быть легкая аполисценция за счет того, что вина не обработанные ничем. А на этикетку не смотрите, просто она уже... Слушайте, на самом 3 года. деле, я делаю анонс, мы приготовим какое-нибудь блюдо грузинской кухни, пригласим вас к себе через дорогу, когда у вас будет выходной день, и мы вместе это все попробуем и Давайте с выпьем. удовольствием. Я привезу Придем в фазана, гости. я сделаю чахукбили из фазана, потому что Чахакбили очень люблю. только из фазана делается настоящий чахакбили, а не из курицы, потому что фазан по-грузински хохоби, от этого и чахокбили. И вот это вот с этим вином, это, мне кажется, это будет прекрасно. Все, мы с вами договорились. Только вино надо будет начали отстоять, и будет легкий осадочек. Смотрите, А мы объясню. отстоим, мы вместе Конечно, будем. можно вместе сделаем, декантируем и попьем. Объясню. Вина не стабилизированы никаким образом, они натуральные. И здесь изначально при розливе вино было вот такое. Но дальше, в ходе выдержки и хранения, вина вообще с потенциалом, да, у нас наши. И здесь появилась легкая вот эта вот именно аполисценция за счет большого количества танинов. Что есть полисценция? Аполисценция – это легкая муть такая, вот смотрите. Мутняночка. Мутняночка такая, да. И вот Ну, ничего там страшного. легкая аполисценция может присутствовать. А здесь вот они уже у нас более чистые и ровные. Это угощайтесь. Еда вам. И я налью Ну, сейчас. это нам в коллекцию, да, и обязательно мы вас пригласим. Потому И что начнем это- мы как раз таки с оранжевого, потому что вчера мы с красного начали, но у нас красное более ядерное получилось в этот раз, чем оранжевое. Оранжевое у нас моносортовое, Рокоцетели, урожай 24 года, с органических виноградников, без добавления вот это серы. Заметьте, танинов не так много, но вот этот вот аромат именно вяленых сухофруктов, все это есть. Да-да-да-да-да-да. И сбалансированно, я считаю, то, что получилось именно вот урожай 24 года. Все-таки под наши широты мы все-таки не привыкли, да, такие максимально тонинные вина пить. И как бы знакомство с оранжевым вина можно начать именно с оранжевого 2024 года. Я-то с ним давно знакомлюсь. И, кстати, многим людям открываю вот этот оранжевый мир, потому что... А что такое оранжевое? Сейчас же бум оранжевого вина, особенно грузинского, в мире. И ну, у тех, кто понимает, это сейчас такая новая тема. Вот я расскажу вам про эту новую тему. В 2023 году, вот мы в 2022 год разлили, в 2023 году к нам приезжали гости из Китая с делегацией тоже на дегустацию наших вин, и как бы они были в восторге от наших оранжевых вин. Они попробовали именно вот 22 год. А в Крыму есть производство? В Крыму у нас огромное производство, более То есть именно из 300 Крыма тысяч. уже можно где-то в ритейле находить? У нас крымских буклетов здесь, скорее всего, есть. Есть да? аевские буклетики. У нас вот линейка вин. Еще не все буклетики есть, мы учтем это. Это вот Purity Evolution. И сейчас еще появилась Туаль де Вин и, по-моему, так, Evolution, Pinot Noir. Ну, мы сфотографируем, Purity. чтобы можно было Возьмите поискать. себе, мы сейчас мы на Нике. Это возьмем все себе. для вас. Вы буклетики какие хотите, берите. Это все для вас. Да. Супер. Ну, что делать еще, когда живешь возле русского водохранилища? Дружить с соседями и ходить с ними на рыбалку. Да, Ильюх? Одно простое правило. Спуск на воду нашего плавсредства происходит ручным приводом. Привет, друзья! Вы на канале «Путешествуй вкусно». Меня зовут Кирченко Юля, и сегодня мы с вами
едем на рыбалку на русском водохранилище. Я вам расскажу про водохранилище. Илья, друг и сосед, поможет нам с рыбалкой. Вот. Посмотрим, что клюет, какой хищник, судак, щука, или, может быть, ни хвоста, ни чешуи. Ну и посмотрите, какие здесь живописные, красивые места, и как мы любим эту всю подмосковную природу. Возможно, что-нибудь даже удастся приготовить и попробовать. В целях безопасности обязательно используем спасательный жилет. Хотя мы тонуть не планируем. Обязательно утепляемся. Вот у меня тут лыжная куртка. Все-таки не месяц май, а ноябрь. Так, ну здесь так. Убираем оборудование. Так, все, куда мне сюда садиться? Разгон. И немножечко ноябрьского хмурого неба. Сейчас бы, конечно... Шикарно несет по направлению, прям по нужному. Вон туда зайдем, сейчас посмотрим. Здесь русло проходит к этому берегу вот так. Сейчас просветим. По Волошне реки. Не, Волошня в другой стороне. Это мы ушли вообще в другую сторону. Вон там Гимс. Мы в сторону большой воды двигаемся. Вот рыба мелкая на дне на 6 метрах. Косяк стоит. Что, покидаем тут? Да это бель, походу. Бель? Тут может быть судак, да, стоять вместе спасти. Наверное, подлещик толпой ходит. Уже прилично. На щуку, посмотрите, какая красота. Деревья отражаются в воде. Зеркало. Подошли мы. Как место называется? Ну, строит где Зигурат. Зигурат. Строят здесь за много-много миллионов. Варианты. Коттеджный поселок, вернее всего, с гостиничными комплексами. Там по люксу все, по ухарству. Вертолетные площадки. Площадки, горнолыжный курорт. В общем, какие-то там, если смотреть их проспекты, там Венеция будет. Да, пруды на территории сделали. Так, ну что, попробуем подразнить ее. Сейчас будет интересней. В общем, наша цель все-таки хищная рыба, это судак, щука. Вот смотрите, стоим возле берега, буквально его вот рукой подать. Да только у нас здесь 3,5. Вот, а тут уже 3,5-4 метра. То есть ну, летом с купанием аккуратно будет с детьми. Стали на якорь. Илья снасть переобувает на Давай судака, джиг попробуем. на джиг. Джиг это такой грузик и, примитивно говоря, Резинка. и резинка. Вот так она выглядит для тех, кто не знает. Ну, у меня не Первый раз. джиговая, она сама огруженная, у нее крючок один идет. А это двойник, чебурашка. Чебурашка. Ты сам как чебурашка. У тебя вон на микрофоне у тебя чебурашка. В общем, В общем, пробуй вот. там интересная Вот так вот мы такая как зашли, техника. вот так вот проводи. Ага, понятно. Я возьму тогда Так что потом я вам расскажу. как другую она джигурду. получается. Так, ну щучку попробовали половить, что-то не получается. Пойдем вдоль. Пока никто пройдёмся не откликнулся. берегом. Чего? Пока, говорю, никто не откликнулся. Да, никто не откликнулся, но при этом наслаждаешься красотой.
Ну что, друзья, терпение и труд все перетрут. Вот такого щуреночка поймали. Где-то часа 3 уже забрасываем, ходим, меняем места. Вот, ну что, успех. Мам, тебе на ушицу, как ты и просила. Вот. Места не сдаем. Но вы пробуйте, приезжайте на русское водохранилище. Без рыбы не останетесь. Да, точно. Что, щуренок есть? Идем домой. Уже темнеет. Смотрите, как еще серое небо, заката не видно. Никаких северных сияний не видно. Утиные ноги готовятся. Вечером гости. На канале «Путешествуй вкусно». Пока еще соус делаем. Виктория тут колдует что-то. Работа кипит на кухне. Здесь будет наша уха после рыбалки. А это соус для утки. Это напитки будут. Уточка уже готовится. Отправится в духовой шкаф. И будет поливаться вот этим чудесным апельсиново-имбирным. Что там еще? Poison соус. Ну вот итоги, друзья, этого прекрасного дня. Так что на канале «Путешествуй вкусно» можно путешествовать от холодильника до плиты, ну до стола с гостями. Это же получается смесь, да? Нет. Прям это в 18 веке или там. Это прям вот так, да. Огнище прям, максимальное огнище. Ну, путешествуем вкусно. То есть Весьма. утка в апельсиново-имбирно. Как этот соус называется? Это poison соус. Poison соус, апельсин, имбирь, Апельсин, имбирь, чеснок. чеснок. Огонь. И апельсиновый сок, свежевыжатый. Всё. Хорошо. Это огнище. Буквально 2 дня назад была рыбалка, а сейчас мы попали в зимнюю сказку. А кто-то еще рыбачит. Вот она, река Волошня. Владение маркизов Карабасов. Ничего такого не предвещало. Последний день отпуска, предпоследний, оказался бонусным. Что тут из вкусного на районе, в Асташово, потому что мы живем в районе Асташова, и пока я о нем рассказываю. Так вот, здесь продается офигенный, обычный русский батон, очень свежий и обычный хлеб. То, чего в Москве порой там с огнем не сыщешь. Батон стоит 51,99.
хлеб 58 лир. Поэтому будете здесь, обязательно просто в обычных магазинах заезжайте, покупайте. А сейчас я вам еще покажу такие чудеснейшие лепешки, которые днем с огнем в Москве точно не найдешь. Короче, когда едешь по Асташовой, поворачиваешь наружу, ну, например, вот как на цветочных берегах. Здесь вот есть Липси, баня, кафешка, и вот такое окошечко, где продают офигенные лепешки, пирожками. Сейчас мы купим пирожков. Здрасте. А можно 2 лепешки и 2 пирожка с капустой, и 2 пирожка с картошкой? Лепешки по 50 рублей. Пирожки с капустой и с картошкой тоже по 50 рублей. Очень вкусные. Наверное, лучшие в Московской области. Короче, пирожки. Смотрите, такие аккуратные, жареные. Не знаю, как в детстве или в какой-то молодости. В юности с копеечками около метро. Ну, короче, это очень вкусно. Я иногда, когда сюда из Москвы еду, только об этом месте и мечтаю. Вот это просто фантастический хлеб. Он у них теплый. Будут работать до Нового года. Пока еду в Москву, вдвоем съедаем лепешку. Поэтому, если вы боитесь там хлеба или еще что-то, это не для вас. А если вы любите и цените хлеб, то это место обязательно запомните.